Ленин при рождении был Владимиром Ильичем Ульяновым, Сталин – Иосифом Виссарионовичем Джугашвили, Троцкий – Лейбом Давидовичем Бронштейном. Список партийных кличек большевиков и их настоящих имен и фамилий можно продолжать еще долго. Чаще всего современные люди воспринимают псевдонимы исторических личностей как данность. Однако, зачем и откуда они их брали? На самом деле использование партийных кличек и псевдонимов было характерно отнюдь не только для партии большевиков. На самом деле абсолютно все революционеры, не только в русской, но и зарубежной истории во время своей профессиональной деятельности брали себе ненастоящие имена и фамилии. Связана такая практика была с несколькими важными особенностями сферы занятия данных людей. Как несложно догадаться, любой революционер с точки зрения действующей власти и буквы закона — это отнюдь не борец за все хорошее против всего плохого, а банальный террорист. Сегодня терроризм плотно ассоциируется с исламским миром. Однако в XVIII-XIX веках, когда буржуазные и социалистические революции гремели буквально по всему миру, слово «терроризм» ассоциировалось в первую очередь с попытками свержения действующего государственного строя силами бунтовщиков. Власть отнюдь не гладила по голове тех людей, кого хотя бы заподозрили в революционной деятельности. Их клеймили террористами, причем многие ими действительно являлись и старались придать реакционному правосудию. Поэтому революционеры всегда должны были скрываться. Зачастую даже внутри своих собственных стран они путешествовали, используя поддельные документы. От соблюдения конспирации зависела свобода и жизнь деятелей революции. Помимо конспирации, многие революционеры меняли свои имена и фамилии по тем же самым причинам, что и писатели с поэтами. Общественные борцы выдумывали себе более звонкие, легко запоминающиеся и красивые имена из соображений агитации и пропаганды. Тем более, что многие революционеры были не бандитами, а просветителями, политиками и агитаторами. Они печатали свои заметки и статьи в подпольных и даже официальных газетах и журналах. Не менее интересно, как революционеры придумывали свои клички. Чаще всего псевдонимом выбирался по воле случая, благодаря полету фантазий или просто в результате стечения обстоятельств. Лев Давидович Бронштейн взял фамилию Троцкий, когда бежал с каторги, и деятель революции помогал готовить для себя поддельные документы. Подпольщики-революционеры спросили, как хочет зваться Бронштейн, и Лев Давидович, долго не думая, назвал фамилию своего надзирателя в Одессе из царской охранки – Троцкий. А вот имя Лев, судя по всему, выбрал из художественных соображений. Коротко, звучно и напрямую совпадает с названием известного животного. Образ льва как нельзя лучше подходил для революционера и для непростого колкого характера самого Лейба Давидовича. Кстати, Лев Давидович имел нешуточный литературный талант. Фамилия Ленин также использовалась Ильичем в поддельных документах во время поездок по стране. Иными словами, обстоятельства могли быть самыми разными и чаще всего непредвиденными. В действительности у лидера большевиков было более 150 только известных партийных кличек и псевдонимов. Подавляющее их большинство использовалось для соблюдения конспирации при переписке. Причем Ленин зачастую просто брал несколько произвольных имен и использовал их в своих письмах. Кроме того, Владимир Ульянов и Надежда Константиновна Крупская часто жонглировали в переписке 3-5 корнями для имен и фамилий, чтобы запутать агентов охранки. Существует также легендарная версия о том, что псевдоним Ленин появился по причине ленского расстрела бастующих рабочих собственниками золотодобывающей компании. У Иосифа Джугашвили также было несколько партийных кличек. В начале своей карьеры он просто назывался Сосо, что является уменьшительно-ласкательной версией имени Иосиф в грузинских и осетинских семьях. После ссылки 1904 года будущий вождь народов взял себе псевдоним Коба, который является именем романтического разбойника в одном из романов Александра Казбеги. Персонаж по сути является кавказским вариантом Робин Гуда. А вот фамилия Сталин, судя по всему, имеет пролетарские корни и была взята из публицистических соображений. Подписываться Сталин Джугашвили начинает тогда, когда подается еще и в публицистическую деятельность. Очевидно, что фамилия происходит от слова «сталь» и должна подчеркивать твердость, холодность и суровость характера революционера. Выдающий писатель, поэт и прозаик Алексей Максимович Пешков напрямую революционером не был, однако поддерживал в том числе партию большевиков и активно ратовал за перемены в обществе Российской империи, которая к началу XX века окончательно завязла в многочисленных проблемах и повсеместной несправедливости. Собственное имя в псевдониме он просто взял от своего отчества,
а фамилия подчеркивала характер большинства его произведений. Правда жизни в то время была исключительно горькой, о чем и хотел рассказать Алексей Максимович. Родоначальник отечественной тайной полиции имел бесчетное количество псевдонимов. Чаще всего руководитель ВЧК пользовался случайными польскими, литовскими или немецкими именами. Многие видные и не очень революционеры брали себе имена и фамилии, которые бы сразу же отождествлялись у слушающего с народом, пролетариатом, суровостью, твердостью характера и убеждений. Таких кличек и псевдонимов огромное множество. Рыков, Каменев, Федоров, Молотов. Список можно продолжать очень долго. Кстати, самый известный министр иностранных дел Советского Союза Вячеслав Михайлович Молотов. На самом деле Вячеслав Михайлович Скрябин. Однако, согласитесь, Молот — это очень по-пролетарски.